Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Предстоит очень интересная ювелирная работа в технике текстильная пицца. Понадобятся любые обрезки ткани, даже вот такие маленькие. В этой работе все пригодится. Каждый лоскуток, который не должен полететь в помойку. Ткани у меня разной фактуры. Хлопок, шерсть, портьерная ткань, габардин, атлас. Нам понадобится любая ткань, основа. Можно взять старый пододеяльник, наволочку, который, совсем, можно сказать, пришла не в годность. Полотно у меня большое. 58 на 52. И в качестве клеевой буду использовать флизелин. Вот если даже есть у вас обрезки, вы также можете скомбинировать, подложить, нарастить. Можно использовать паутинку. Флизелин располагаю клеевой стороной наверх, она шершавая. Это у меня портьерная ткань, вот такие обрезки, из нее я сделаю небо. Небо делаю небольшую полоску, она у меня буквально где-то примерно плюс-минус 12 сантиметров. На задний фон сажаю деревья, прямо чтобы они выглядывали. Вот так чередую, на небо добавляю облака. Это тюль. О, какая прелесть! И я повырезала домики. Домики просто вырезается прямоугольник, крыша. Это будут окна, приклеиваться будут на клей-карандаш. Вот такие маленькие, видите, форма какая. И крыша. И вот так это все фиксируется, и дом похож на дом. Я когда вырезала дома, сразу скалывала булавочкой, чтобы не потерять ни окна, ни крышу. А это вот такой сказочный домик будет. И рамы у него будут сказочные, окна. Видите? Вот посмотрите, эти окна гармонируют с крышей, но они сливаются с основным фоном. Я решила переместить их вот на этот светлый домик. В серединку я приклею ткань другого цвета, чтобы было поярче. Вот эти основные детали, они приклеются на флизелин. То, что сверху, мы мажем клеем-карандашом. Вот смотрите, клей-карандаш, он у меня цветной, это не важно. Самое главное, чтобы была не белая ткань. Вот эта фирма мне не нравится, отклеивается. Есть простой 360 дней, вот такой вот клей-карандаш, но он у меня засох. Так что имейте в виду, вот такой лучше не использовать. Ерунда. Ладно, продолжаем. Вот у меня пробелы. Я решила посадить дерево, а сверху приклею вот так вот дом. Слегка будет видно. Сделала еще один светлый дом. Пустоты заполняю лоскутами. Вырезаны они неправильной формы, чтобы было более-менее интересно. Делаю окна. И смотрите, вот этот фон я заполняю разными тканями. У меня для фона всего несколько цветов. Вот к светлому можно добавить темное. Сюда положить зелененькое. Убираю под дом, чтобы ничего не смотрело неправильно. Вот это надо как-то фигуристо вырезать или зелененькую фигуристо вырезать. Вот, к примеру, вот так это будет смотреться. Можно раскладывать в разных направлениях. Здесь у меня прямой край. Я решила вот эту полосочку добавить. Убираю под дом, чтобы она у меня не выскакивала. Сверху можно положить такую же зеленую или пустить какой-нибудь другой цвет. Сейчас все отрегулирую, заполняю полностью это пространство из разных лоскутков. Я в большом-большом ящике из лоскутов смотрю, что у меня есть в наличии вот такие обрезки. Я просто закругляю слегка уголочки и слегка делаю вот волну. Все, кромку даже не отрезаю. И примерно вот так ставлю и прикрываю нормальным краем. Посмотрите, какая прелесть получается. Как похорошели домики, когда есть уже окна. Причем, посмотрите, какой контраст. И когда я буду прошивать рамы другой ниткой, они заиграют по-особенному. Опять же, в окна можно посадить цветок-горшок. В горшке, точнее. Повесить шторы. Я добавила трубу к домам, но не ко всем. Мне пришлось немного поменять. У меня была здесь наверху вот такая ткань.
И я вырезала забор еще до заготовок. И если бы я расположила, он бы сливался с фоном. Поэтому я поменяла ткань. Ставлю забор. На забор повесила горшки, крынки. И теперь в моей работе начинается самая интересная, самая серьезная работа. Это обрезка от какой-то одежды бежевого цвета. Совсем небольшой кусок, он мне подходит. И вот посмотрите, что я делаю. Я от руки нарисовала человечков. Рисуются они очень даже просто. Я рисую голову, к примеру, ну все они должны быть одного размера. Шею, плечи и позу, как он будет сидеть. Ну вот, допустим, это будет у меня девчонка. Вот так я рисую руки. Потом я это все вырежу, где голова, она будет чуть-чуть побольше, пошире вырезаться, потому что где-то будут волосы, головные уборы, где-то платочек. И примерно вот так это все рисуется. Когда это все вырежется, перевернется на другую сторону, и ручки будет не видно. Если вам нужно... Вот ноги я не рисую, потому что у меня будет юбка. Я решила сделать много человечков, дядек, тетек, девчонок. И вот просто вам нужны чисто контуры, потому что они будут у вас одеваться в одежду, но руки будут видно. Если это дядечка, вы можете и ноги нарисовать, но брюки-то будут все равно одеваться, и ботинки будут одеваться. Ваша задача сделать руки и голову, шеи. Вырезала человечка. Видите, вот они контуры. Взяла прям совсем чуть-чуть. Здесь не принципиально. Для людей лучше брать ткань, какая не сыпется. И вот смотрите, маленький лоскуток ткани. Я накладываю, это будут брюки серого цвета. Да, наверное, штанишки галифе сделаю. Это будет мужчина. И вот смотрите, вот мне контуры чуть-чуть расклешаю. Только руки не отрезать. Так, чуть-чуть увела от камеры. И вот она талия. Расклешаю их немножко. Сужаю. Конечно, это все делается отдельно, не над полотном, потому что потом эти лоскуты придется собирать. Вот. Сейчас подровняю. Вот они, наши штаны. Чуть-чуть надо побольше сделать здесь разрез, чтобы было видно ноги. Сделала брюки, теперь рубаха. Я вам показываю, как это все делается. Вот смотрите, если... Ладно, не будем забегать вперед. Это так, вот рукавчики у него, ручки-то. Если хотите, горло сделайте. Вот он. Все, рубашка наша готова. Если хотите, можете сделать манжеты. Сейчас тоже вот подровняю. И вот смотрите, берете наклей-карандаш, сразу приклеиваете рубаху. Сейчас вот горлышко сделаю, горловину. Он у меня будет лицом сюда смотреть. Одеваю штанишки. Опять же, можно пустить поверх рубаху, можно заправить в штаны. Для украшения можно сделать какой-то пояс. Также вырезаем ботинки, сапоги, туфли, приклеиваем сразу на клей-карандаш, чтобы мы не растеряли ничего. Вот так просто делаются люди. Я сделала дядечку. Вот такой он получается. Но немного у меня проблемы с кепкой, с головным убором. Может, кому-то я буду делать шляпы. Посмотрите сапоги. Они смотрят не в одном направлении. Он вот как бы ногу закинул, хотя ботинок должен смотреть вот этот хвостик сюда, как бежит или еще что-то. Ну, тоже обращайте внимание на такие мелочи. Глазки будут вышиваться потом. Но так как много очень будет людей, детей, может быть, и глаза я и не буду вышивать. Посмотрим. Все-таки я решила переклеить обувку. Один сапог у меня получился с рисунком, а с другой без рисунка и с клеем. Ну, там не будет видно. Их отдельно складываете.
куда-нибудь в папочку, чтобы никто ничего не раскидал, не потеряли, потому что это труд. И потом также размещаем сначала наших героев по нашему полю, а потом приклеиваем на клей-карандаш. Но опять же, когда вы их размещаете, тоже смотрите, чтобы они сильно не сливались с фоном. Вот вырезала я девчулю. Голову чуть-чуть я прибавила. Ног у ней нету. Одна талия, осиная талия. И вот смотрите, есть у меня опять обрезка какая-то ненужная, которая просится на помойку. Возьму ровный край. Я сделаю кофту. И вот смотрите, можно сделать манжеты, сделать вот такой пышный прям рукав. Голову только самое главное ей не отрезать. Можно вот так, чтобы не мешалось. Вот такие пышные рукава. Здесь тоже делаю я по фигуре, чтобы был просвет, были контуры. И сейчас покажу юбку. Вот как-нибудь тоже надо сделать такое очертание. Вот им можно повесить бусики. Сейчас, секунду, я вам, видите, показываю весь процесс, как это все делается. Горловину. Можно, конечно, сделать там воротничок стоечкой. Вот. Так, это... Потом, вот смотрите, вот она кофта. Я сейчас подровняю. И смотрите, и вот она у нас юбка. Руку можно положить. Вот видите, край и тоже надо подровнять. Посмотрите, какая девица получается. Очень даже оригинально. Лично для меня очень сложно делать людей. Я их могу вырезать, одеть. Но когда касается действительно формы лица, носа, губ, вот волосы, да, ну вот сделала я ей волосы. Да как бы ничего, я могу ее оставить без головного убора. Но раньше в основном все девчонки ходили в платках, да. Это я вырезала, будет как кокошник, наверное, у ней. Одну косу пустила прямо, может, какой-нибудь бант завяжу, а другая коса развивается. Потому что раньше с короткими стрижками в основном не ходили. У всех девчат были длинные, густые волосы, заплетены в косы. Обратите внимание, вот сюда посадила дядечку на пенек, нарядила, но немножечко ошиблась, что где я рисовала ручкой, туда я приклеила одежду. Ну, бывает такое. И в руку можно дать, допустим, балалайку, гармошку, трубку, флейту, барабан, какой-нибудь инструмент. И пусть играют. Здесь у меня будут еще располагаться девчонки, они танцуют, мальчишки. И вот так не спеша буду заполнять пространство людьми. Они, наверное, пришли на деревенские танцы. Или это будет местная тусовка, встреча, сборище. Посмотрите, в правом углу мальчишка. Я его приклеила и добавила еще девчонку. Они смотрят друг на друга и танцуют. Полотно готово. Когда вы полностью распределили все ваши картинки, рисунки, лоскутки, пробегаемся глазами, убираем различные нитки, если они вот присутствуют. Может быть, что-то надо добавить, что-то убрать. И если вас уже устраивает этот вариант, то накрываем прозрачной тканью. Это может быть органза, сетка, фатин. Я буду использовать фатин. Вырезала на 1,5-2 сантиметра больше, чем полотно. Через мокрую марлю я отутюжила. Фатин, органза, она боится утюга, поэтому на «вы» обязательно через ткань. Когда вы начинаете утюжить, вы сначала делаете вот такие движения утюгом, а потом уже можете идти по всему полотну. У нас наш рисунок схватывается с клеевой, и сейчас нужно зафиксировать булавками. Неважно, что вы посадили на клей-карандаш, и у вас приклеилось к флизелину, все равно зафиксируйте булавками по периметру и какие-нибудь вот картинки. Я обычно использую много булавок, мне так проще при стежке. И вот очень
огорчена, что я использовала цветной клей-карандаш, и у меня на ткани проявилось. Вот видите, поспешила, но живу за городом, надо ехать, а прозрачного нету. И могу сказать, что все-таки я немножечко подпортила им свою работу. Когда я фиксирую булавками, я стараюсь захватить сразу несколько элементов, деталек. Волосы, голову, допустим, кофту, или ботинки, брюки и поляну. Забор, горшок и дом. Ну, как-то так. И теперь надо это все прошить. Прошивать можно простой строчкой, но часто или на свободном ходу. Кручу-верчу, куда хочу. Есть специальная лапка. Убираете транспортер, это зубчики убираете вниз и вставляете лапку для стежки, для вышивки и начинаете шить. Нитка должна быть одинакового качества, что в катушке, что в шпульке. На светлые тона я использую светлую шпульку, а на темные использую темную шпульку. Неважно, если у вас синий, допустим, цвет, можно вставить черную. Но и пойдет также и белая. Я говорю про шпульку. Я буду делать сначала фон, это небо и земля. Потом начну делать дома, а потом уже человечков, потому что это самая ювелирная работа. Работу можно прошить одним цветом, но также можно и менять под цвет ваших заготовочек, допустим, крыша коричневая, и также можно сделать контраст. Можно пройтись простой строчкой, а можно обойтись зигзагом. Моя работа полностью готова. Мне она очень даже нравится. Получилась она веселая. Но хочу заметить, что уже несколько работ у меня все-таки в одной цветовой гамме. И действительно, почерк мастера, он узнается сразу. Прошивала я на свободном ходу, меняя цвет ниток. Девчонкам, людям сделала глаза, рот вручную и имитацию носа. Но некоторым девчонкам сделала бусы. И посмотрите, как красиво все-таки это выглядит. Всегда, когда вы делаете работу, у мастера присутствуют такие моменты, что-то вы сделали не так. Если вы хотите посмотреть, повесьте картину на несколько метров, положите ее, отойдите и со стороны действительно посмотрите. И сразу будут бросаться в глаза, что вы сделали не так и что вам нравится. Картина будет смотреться по-другому. Я пришила сначала это окно, оно было у меня кривое. Пришлось мне распарывать. Распарывала распарывателем. С обратной стороны просто разрезала строчку, распарывала и вытаскивала нитки. И сделала ровно окно и прошила. Но здесь, видите, торчат нитки. Фатин у меня мелкий. Нитки я эти уже не вытащу. У девчонок косы. Прошла зигзагом. Здесь белой ниткой несколько раз в одном направлении и в другом направлении. И здесь коричневой ниткой, здесь черной ниткой. Но здесь проглядывается, что это действительно косы. Хотя на белом цвете можно взять слегка серую нитку и пройти зигзагом. Будет видно, что заплетена коса. У этого мальчишки косоворотка. Волосики сделала вручную. Видите, сделала манжетики. Вот этот дом смотрелся очень мрачно. Он как-то сливался. И я решила сначала сделать окантовку на свободном ходу вот такими завитушками. Потом думаю, нет, дай-ка я и крышу сделаю. Тоже белой нитью. Вот у этого мальчишки гармонь. Я просто прошила туда-сюда. Я прошивала и делала имитацию. Гармония – это балалайка. Здесь, конечно, желательно прошить темными нитками, хотя здесь коричневый цвет, он сливается. Надо сделать все-таки черные струны. И на этой балалайке у меня 3 струны, а не 7. В этой работе мне очень нравится вот этот светлый дом, забор, горшки. В следующих работах я попытаюсь повторить то же самое. Вы уже посмотрели, что у меня получилось. И теперь я вам покажу. Я взяла с Яндекс картинок вот такие наброски. Сначала я хотела сделать девчонок с березками. Выкроила березки. И так и лежат до следующей работы. И вот.
Вот он, дом, и видите, что-то свое дополнила, что-то переделала. Но основа была, задумка, вот эти все работы, и получилось то, что у меня получилось. Так что, девчонки, не бойтесь, берете картинки с Яндекс картинки, копируете и на свой лад и своей ткани фантазируете, что-то добавляете, что-то убавляете, местами меняете. Все равно оригинал у вас не получится. И вот еще одна моя работа. Вы ее найдете, если не смотрели плейлист «Лоскутное шитье» или «Текстильная пицца». И вот откуда я взяла. Тоже с интернета. Вот моя любимка. И я ее увеличила. Я сделала ей подругу, добавила что-то свое, и получилось у меня как купчихи. Многие посчитали, что это работа купчихи, которые сидят у самовара, пьют чай, но нет. Купчихи из журнала «Крестьянка», вот они. По вашим комментариям мне пришлось многие вещи распороть, и руки никак не доходят доделать часы. Здесь была штора, я распорола. Мне приходится немножко доработать эту работу. Опять же, эта работа, аппликация есть текстильной пиццы или лоскутное шитье. Загляните, посмотрите. Возвращаюсь к этой работе. Когда вы сделали стежку полностью, вам нужно ее проутюжить через мокрую марлю, желательно отпарить хорошенько, выровнять. Я широкой и длинной линейкой провожу. Видите, специально не стала отрезать. Вот, не на глаз, а вот именно чертите черту, линию, и по ней вы отрезаете. Край отрезала. Теперь желательно еще раз проутюжить. Смотрите, обратная сторона, она получилась чистенькая. Вот эти ниточки можно отрезать, потому что, когда вы делаете стежку, вы всегда начинаете закрепку. Закрепку сделали и пошли. Обратная сторона должна быть такая же чистая, как и лицо. И если вы при работе используете верхний слой органза, она слегка переливается, но она глушит ваш цвет, цветовую гамму. Поэтому я стараюсь использовать фатин. Во-первых, он недорогой, и сам процесс работы, сделать стежку по фатину, мне нравится больше. Пишите свои комментарии, понравилось или нет. Первая часть также есть на канале, там написано первая часть. Кто не видел, заходите. Обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. На этом все. С вами была Валентина. Увидимся в следующем творческом видео. Пока-пока.